Перед вами река Буриганга в республике Бангладеш. Растение водяной гиацинт, или как его еще называют, зеленая чума, периодически покрывает плотным ковром всю поверхность воды. Посмотрите. В это время перебраться с берега на берег становится практически невозможно. Внимание, вопрос. Каким образом местные лодочники зарабатывают в период размножения зеленой чумы? Мы думаем, что когда водяного гиацинта становится очень много, они продают его цветы или сам водяной гиацинт, который является очень красивым растением. Алена, скажите, а почему этим занимаются именно лодочники? Потому что другого заработка у них в этот момент нет. Но ведь этим могут заниматься и другие люди. Да, в чем тогда особенность именно лодочников? Но они могут... Чем лодочники отличаются от других? Они могут доплыть до этого водяного гиацинта, возможно, на... Там же было перебраться с берега на берег. Там проблема. Перебраться с берега на берег становится практически невозможно. Теперь, внимание, правильный ответ. Господин Козлов, мне кажется, вы вообще не ту проблему решали. Ну, мы вам просто привыкли доверять, господин ведущий. Вы сказали, что перебраться нельзя с берега на берег. Мы не решаем проблему, как перебраться с берега на берег. Мы вам очень доверяем. Мы наивные. И да, я сказал, практически невозможно. Я же не сказал невозможно. Растения практически полностью блокируют движение лодок. И местные лодочники, посмотрите на экран, соединяют лодки между собой и берут с местных жителей небольшую плату за переход с одного берега на другой. Делают Госпожа Александрова, лодочники отличаются от остальных тем, что у них есть лодки. 1-0 в пользу телезрителей. Здравствуйте, уважаемые знатоки. В 60-х годах прошлого века город Тверь, тогда он еще назывался Калинин, активно развивался. Строились новые промышленные предприятия, а также планировались новые жилые микрорайоны, такие как Первомайский, Южный, Чайка, в котором мы сейчас с вами и находимся. Вот в этом пятиэтажном доме номер 78 по проспекту Победы я как раз и вырос. А в 900 метрах отсюда находится центральный въезд в микрорайон, который начинается в красивой площади. Внимание, вопрос. В честь кого названа эта площадь? Вопрос понятен? Гагарин, 62-й дом. Гагарин. 78-й дом. 61-й дом. Смотрите, 60-е года. Предположим, что все-таки в честь Гагарина названа эта площадь. Юрия Гагарина. Вот, ну, мы узнаем тут несколько чисел. Мы узнали чайку, что является позывным Терешковой, вот, которую мы как бы признали. Дальше, что у нас есть? Первомай, Южный... Вы зачем продолжаете? Я не пойму, вы ждали ответ уже. Вот. Теперь, внимание, правильный ответ. Господин Илькис, ну как, выбирая между Терешковой и Гагарином с позывным «Чайка», а не «Кедр», можно дать ответ Гагарин. Внимание на экран. Позывной первой женщины-космонавта и дал название микрорайону Чайка. Поэтому не случайно, что и главная площадь микрорайона носит имя Валентины Терешковой. Открывающая площадь. Господин Элькис, это то, о чем я вам говорил. У вас удивительная команда. Я не понимаю, как вы на что-то отвечаете, а на что-то не отвечаете, что вы сейчас и продемонстрировали. Счет становится 6-5 в пользу телезрителей. К сожалению, команда Дениса Элькиса терпит поражение, хотя все было у них в руках. И на этом заканчивает свои выступления в сезоне 2024 года.
Но этот вопрос, конечно, что-то с чем-то. Внимание, черный ящик. В 1979 году в репортаже с одного матча журналист сравнил шайбы с шампанским. То, что натолкнуло его на это сравнение, находится сейчас в черном ящике. Внимание, вопрос. Что там и с чем? Может быть, например, бутылочка с водой, которая стоит на воротах у вратаря вот сверху. Которая подлетает, ну, Которая типа... подлетает, если в нее попасть шайба. Шампанское, Хлопок. Пена. И пена. А, когда они обливаются. А, это и так шампанское. Нет, Всё. это скорее- То, что не бреются. В каком месте шайба равно Ну, типа шампанское? хоккеисты То есть не как это бреются. Нет, работает? не Шайба Что налетает. Она черная. Стружка от льда, как брызги Понимаете, шампанского. брызг сюда не Просто вот лежат клюшки, а вот почему с шайбой? А почему что-то с чем-то? Есть Да, что там и с чем? Что с чем? А просто там еще раз. А что это? щелчок, Пробка и нож, щелчок но- шайбой. Ну, клюшка не вредит. Щелчок клюшкой по шайбе. Да, должно быть на Значит, это какая-то маска. На самом матче. Вот типа, если шайба улетела в толпу, например. А если у зрителей? Шайбу Если у дарят еще зрителей? какую-то. Ну, то Им есть... не подписывают. Репортаж, что-то там Вот особо шампанского в случилось, корабле что-то разбивают. Шайбу Саму шайбу бросают. шампанское, такое. да? Попадаешь куда-нибудь. Итак, прошу, кто ответит? Да, спасибо. Господин ведущий, мы бы хотели воспользоваться помощью клуба. Помощью. Это господин Казанский закричал? По-моему, это закричали все. Уважаемые знатоки и гости нашего клуба, у вас 20 секунд, чтобы помочь команде. Бутылку шампанского кладут в ведро, чтобы она... Чтобы она скользила хорошо. Ну и что-то с чем-то. Как... Да, что-то с чем-то. Спасибо. Итак, Это я и сама могу, в принципе. Господин ведущий. давайте, ваш звездный час, Дарина. Я блесну. Предположим, что в черном ящике ведро со льдом. Да? Ну, не ведро, а... Емкость со посмотрите льдом, да. Ну, ну, не ведро, а... Ведерко. Вот. Теперь, внимание, правильный ответ. Госпожа Сиболь, ну, вы не знали, наверное, что шайбы хранят, да, во льду? Не знали. Нет. И шампанское тоже, наверное, пока еще Шампанское не знаю. употребляете. Откроем черный ящик. Запасные шайбы должны быть холодными, поэтому раньше во время матча их иногда хранили словно шампанское в ведерке со льдом. 3-3. Перед вами традиционное японское блюдо цукемен. Суп и лапшу принято подавать отдельно. Борис, попробуйте. Вы же любите азиатскую кухню, Я насколько люблю, я знаю. господин ведущий, сейчас я попробую. Пока Борис ест, я расскажу. В некоторых ресторанах к этому блюду, господин Белозеров, вкусно вам? Ну, я бы лучше добавил, если честно, чтобы оно немножечко пропиталось. Но в целом вкусно. В некоторых ресторанах к этому блюду вы можете попросить принести яйцо. Да непростое. Внимание, вопрос. В чем особенность этого яйца и для чего оно может понадобиться? Ну, смотрите, Вареное, сырое. смотри, ну, Что добавлять, например, масло? Да, это горячее. Ну, Что на можно вкус, на залить. вкус какое? Как карри. Как карри. Пряная. Может быть, как-то... Остроты, например. особенности для Яйцо чего? надо Сырое, понимаешь? Да. Предположим, что это яйцо будет с каким-то вот таким, может быть, слегка стухшим, я не знаю, то есть попахивающим, и тогда можно будет использовать его для переключения своих рецепторов. То есть это очень яркий суп, и нам, наверное, нужно будет как-то после этого рецепторы освежить. То есть яйцо будет тоже... Вы гурман. Просто гурман. Я ел такие супы. А но теперь, не- внимание, правильный ответ. Господин Белозеров, Да, господин ведущий. я же вам сказал, вы зря их слили вместе. Суп и лапша подаются отдельно. Ну да, но мы в конце минуты уже слили. Вот. Это первое. Это первое обстоятельство. Есть, кстати, версии в зале? Или раз помощи не было, то и
Нет, У ну, меня какая-то глупая Да, господин Козлов. мысль, не думаю, что правильная, но если взять горячее яйцо, только что сваренное так сильно, что бульон не остывал, бросить туда прямо яйцо и будет поддерживать температуру бульона. Так. А еще вы проголодались, господин Белозеров, а вот в контексте того, что сказал господин Козлов, кто-то из вас говорил вот эту форму не простое, а золотое, да? Да, кажется, господин Галачан это говорил. Галачан, а золотое. А если оно не золотое, господин Галачан, а какое? Ну, чугунная, я не знаю, фарфоровая. Вот, господин Козлов. Из-за того, да, господин Белозеров, вы так увлеклись едой, что не рассказали своим товарищам, что лапша холодная, а суп горячий. Едят эту лапшу палочками, берут лапшу, макают в суп и едят. Да? Да. Но в этом случае суп быстро остывает. А подогревают его, посмотрите на экран, при помощи стального яйца. Раскаленное яйцо на несколько секунд опускают в суп, и он снова горячий. 2-0, 2-0 в пользу телезрителей. Перед вами картина 1769 года английского художника Фрэнсиса Котца. На ней вы видите Уильяма Уэлби и его супругу Пенелопу. То, что мы от вас скрыли, натолкнуло искусствоведов на мысль о том, что эта картина отражает смелую для того времени идею равенства и даже обещает супругам вечный союз. Внимание, вопрос. Что же произошло? Что произошло? Может быть, она играет белыми в шахматы, например, против мужчин? Картина перед вами. А может, она выиграла? Может быть, она мат поставила, например, выиграла. А он удивлен, видите, он так руку, опа! Допустим, дама, ну что произошло, дама выиграла. Например, поставила мат. Вечный союз черный против белых или с белыми. Вот. И, соответственно, дама, обыграв кавалера, как будто бы превзошла его, и кавалер удивлен. Ваш ответ понятен. А теперь, внимание, правильный ответ. Михаил, поясните, пожалуйста, а почему идея равенства мат? Нет, идея, ну, как будто идея равенства, что женщина равна мужчине, и также умна, и также мудра, смогла обыграть мужчину в шахматы. А почему обещает вечный союз? Потому что она... Ничья, да, не обыграла, ничью сыграли. А вечный союз почему? Ну, мир. Вы в шахматы не играете? Вообще нет. Ну, вы хотя бы договорились до того, что это шахматы. И это правильно. На этой картине супруги, посмотрите, действительно играли в шахматы. Только не мат, а партия закончилась в ничью. На доске 2 короля. Это вечный союз. Ходить двумя королями можно бесконечно. Вы были так близки Ну, а вам к кажется, ответу. что мы неправильно ответили? В смысле? Ну, Что? в смысле, мат, что произошло в шахматы, они играли, если уж на что произошло. Ну уж совсем, чего вы так с нами жестоко? Смешно. Так, господин Тимонов, как вы считаете? Идею равенства обещает вечный союз. Мат. Женщина обыграла мужчину. Она играла в шахматы. Это то же самое, что... Нет, мы же не спрашивали, что произошло. Вы сказали, поставили мат. На что произошло. Так, господин Тимонов, прошу вас. А является ли условием... Давайте уже сразу ваше мнение. Мат и ничья – это одно и то же? Мат и ничья — это, конечно же, разные агрегатные вещи. состояния. Господин Гиязов, а вы как считаете? Я солидарен с защитником знатоков. Господин Козлов, ну знаете, имея слово равенство в вопросе, не придумать ничью,
Мне кажется, что здесь нет повода даже для обсуждения. Благодарю вас, Шахматы, конечно. господин Тимонов, благодарю вас за ваше мнение. Господин Гиязов, в вашем я не сомневался, еще становится 2-2. Где каждый камень на нашей планете является метеоритом? В Антарктиде. В Антарктиде. Конечно. А потому что там лед. Потому что лед и... Нормальный минерал там не найдешь. Нет, нет, они там внизу. Ну, внизу, Она там когда-то 2 была. километра льда, конечно. А в Гренландии то же самое. Ну, в Гренландии... Там меньше. Там нету исследований. Подождите, где нет больше камней? Вот по другому вопросу сформулирую. Сахаре. Да ладно, В Сахаре есть камни, и скалы там есть, да. Море. Гора какая-то. Нет, где на земле, на поверхности, нету, вода не считается. Там и метеориты нет. А коралловый остров нет? Там нету. Есть искусственные коралловые острова, Да делают. не важно. Но это тоже камень, по-своему. тоже камень, коралл. Да. Вот даже не обсуждать. Нашел камень, значит метеорит. Где? Вот постановка вопроса. Где других камней нет. Южный полюс Антарктиды, да. Ну это на полюс, на все, да. Только на полюсе, конечно, и рядом, да. И в километре от На льда. Огненная земля еще, там тоже есть. Так, северный или южный? Итак, прошу, кто отвечает? Спокойно. Так кто отвечает? Отвечает Владимир Антохин. Нам кажется, что это Антарктида, господин ведущий. Не знаю, тут я бы мог вам задать наводящие вопросы, но не могу. Давайте посмотрим на экран. Внимание, правильный ответ. Да! В Антарктиде 6-5 в пользу знатоков. Счет становится 6-5 в пользу знатоков. Команда Андрея Козлова одерживает победу над телезрителями и становится главным претендентом на выход в финал года. Против вас играет Елена Исаенко, город Борисов, Минская область. Вопрос снят самой телезрительницей. Внимание на экран. Здравствуйте, уважаемые знатоки! Я не только большая поклонница творчества Антона Павловича Чехова, но и интересуюсь его биографией. Вот что Чехов писал о нем. Он ужасный, мне противен он. И если я стал пессимистом и пишу мрачные рассказы, то виноват в этом он. Уважаемые знатоки, о чем это Чехов? Театр может быть, ее много Чехов много ездил по России, он проехал. Прошу, кто отвечает? Господин Тепляков, кто отвечает? Давайте Иван Борозняк попробует. Прошу вас. Мы предположим, что поскольку Антон Павлович Чехов довольно много путешествовал, то, возможно, он так говорил о климате, который вокруг него в данный момент. Ваш ответ понятен. А теперь, внимание, правильный ответ. Так все-таки, Иван, Владимир Антохин проводил с вами теоретические занятия или не проводил? Проводил, господин ведущий. Господин Антохин, не говорите, пожалуйста, ответ, но просто скажите, вы о таких вопросах, что где когда рассказывали команде или еще не успели? Рассказывал. Они вас плохо слушали. Молодежь. Господин Борозняк, какие у вас данные были в вопросе? Данных было очень мало, господин ведущий. Совершенно верно. А что вы видели на экране? Книги были. Книги были, и еще что было? Портрет. Портрет? Кого? Чехова. Чехова. Он ужасный. Мне противен он. Если я стал пессимистом и пишу мрачные рассказы, виноват в этом он. Так Антон Павлович Чехов писал, посмотрите на экран еще раз. О портрете кисти Иосифа Браза Чехов этот портрет не любил. Господин Борозняк, ответ был в самом вопросе. Представьте себя героиней другой старинной гравюры, где вы не слишком богатая, но и не слишком бедная японская женщина, безо всякого конфуза вы забрались на плечи незнакомцу и держитесь за его голову. Представили?
Внимание, вопрос. Что происходит на этой гравюре? Рикша, может быть. Ну, потому что он везет ее, да. Что это как носильщик такой, да, человек? Таксист. Не слишком богатая, не слишком бедная. Ребята, срывает с дерева что-то, какой-то Не слишком богатая, чтобы ехать в собственном экипаже. Нам кажется, что героиня, будучи не слишком бедной и не слишком богатой, вот богатые люди могут ехать, наверное, на собственной повозке, бедные должны идти пешком, а она пользуется услугами рикши, который вот, она взбирается к нему на плечи, и он ее доставляет из одного пункта в другой. Вот такой извозчик. Андрей, а на ваш взгляд, это что, редкая ситуация, что ли? Может, через ручей вот она как-то перебирается, или через речку, чтобы не намочить платье, или она вот. Господин Островский, как вам такое предположение? Интересное. Внимание, правильный ответ. Раньше в таком положении не слишком богатые, но и не слишком бедные женщины, посмотрите на экран, переправлялись через реку, а на носилках те, кто побогаче. Господин Антохин. Была только версия, поэтому... Мы не были уверены, испортить минуту тоже, знаете, помощи такое делает. Извини, было. 3-1. 3-1 в пользу телезрителей. Против вас играет системный администратор Николай Сущенко, село Карабулак, Казахстан. Господин Степанов, в ноябре 2023 года дизайнеру Тацу Ниси удалось реализовать в Японии необычный проект. Он придумал инсталляцию, которая представляла из себя небольшую уютную комнату с ковром, торшером и кроватью. Идея заключалась в том, чтобы на один день вписать эту инсталляцию в определенное место. Внимание, вопрос. Что за объект находится на этом месте? Почему один день? Сад камней какой-нибудь? Что-то японское? Ноябрь, да? То есть все облетело, наверное? То есть, слушайте, может быть, это какое-то ледяное творчество? Фудзи какой-нибудь? Ну, это объект, находящийся... снежный, может, они построили из снега что-то? Ничего лучше, чем сад камней, мы не придумали. Ваш ответ понятен. А теперь, внимание, правильный ответ. Господин Белозеров, у вас есть какая-то версия на этот вопрос? Ну, если честно, особенно хороших нет, господин ведущий, как-то не придумалось. Господин Друзь, а вы в Японии, кроме Фудзи, что-нибудь знаете еще? Какое-то определенное место? Я знаю, там есть сад самоубийц, но вряд ли вы про него спросите, господин ведущий. Лес самоубийц. Угу. Но здесь же еще комната какая-то, да, уют какой-то, да? А что вы еще знаете про Японию? Кроме сумо, там еще. Кого знаете в Японии? Император. Внимание, правильный ответ. Что же это за объект, который японский дизайнер придумал разместить в уютной комнате, спрятав от непогоды? Тацу Ниси разместил эту инсталляцию прямо вокруг памятника. Посмотрите на экран. Хатика, собаки, которая на этом месте ждала своего хозяина в течение 9 лет. Дизайнер на один день подарил Хатика дом. 2-1. И Николай Сущенко из села Карабулак получит 100 тысяч рублей от Альфа-банка. Господин Гиязов, смотрите, как сегодня Карабулак. 2 раза разные Карабулаки выпадали, и 2 очка есть у телезрителей. Степан Андреевич вспоминал, как в 12-летнем возрасте отправился вместе с родственником в необычную поездку на почтовых. 2 дня ходили и ездили они по той местности. Родственник делал заметки и рисовал план. Степан тогда не осознавал всей важности этой работы. Ему было интереснее играть с собачкой сторожа, который охранял памятник.
Посетили они также окрестные деревни, а напоследок рано утром еще раз объехали местность, посмотрели, с какой стороны встает солнце, и стали возвращаться домой. Внимание, вопрос. Куда ездил Степан со своим родственником? Это не Куликово поле. Не искали Куликово поле. Андрей, то есть, наверное, он Андреевич, да? Значит, мы знаем какой-нибудь Акуинджи какой-нибудь. Рубо, думаешь, Рубо? Что? Ну нет, это слишком сложно, мне кажется. С какой стороны солнце, замеры делают. Вот что-то освещение должно быть. Слушай, а диорама Бородинская Ну и просто на почтовых, то есть по дорогам, Кто из художников Андреевича у нас? Нет, Андрей, должен быть Андрей, видимо. Хорошо, Андрей кто из художников? Андреевич, Ладно. Смотри, мы знаем, что там Кстати, есть памятник какой-то стоит. там есть окрестные деревни, там есть какое-то место памятное. А Вот я со солнце, своей. вот какая-то картина, известное освещение. А если пересвет с Челубеем какой-нибудь? Не может быть? Ночь на Днепре какая-нибудь. Вот с утра они, вот посмотрели с утра еще такая Мне деталь. нравится, конечно, Бодродинская панорама. С Васнецовым не может быть пересвет с Челубеем? Как-то... Виктор Андреевич, А зачем замеры делать? Он замеры делал. С какой стороны солнца? Итак, Ну, у нас не будет больше возможности попросить помощь клуба, поэтому мы это сделаем все-таки сейчас. итак, уважаемые знатоки и гости нашего клуба, у вас 20 секунд, чтобы помочь команде. Мы за Бородино, но мы не прям уверены. У меня было пересвет с Челубеем тоже, да, я подумал. Это какой-то Андрей дореволюционный, раз Понятно. А тогда появилась эта панорама. Если Бородино, нормально? Куда ездили на улицу Бородинского сражения. Неважно, панорама Бородинского. Итак, вы берете дополнительную минуту? Нет. Нет. Владимир Степанов будет отвечать. Прошу, Владимир. Ну, мы считаем, что это Степан Андреевич осматривал вместе со своим родственником поле, на котором проходило Бородинское сражение. А потом этот родственник, соответственно, если не изменяет память по фамилии Рубо, делал Бородинскую панораму, которую сейчас можно увидеть в музее. А теперь, внимание, правильный ответ. Степана взял на Бородинское поле Лев Толстой во время работы над романом «Война и мир». Степан Андреевич Берс был шурином писателя, то есть братом его жены Софьи Андреевны, поэтому вам отчество и сказали. Ну что, к сожалению, счет становится 6-4 в пользу телезрителей. Счет 6-4 в пользу телезрителей. Лучшей командой 2024 года стала команда телезрителей. Против вас играет предприниматель Денис Мухамедов, город Всеволожск, Ленинградская область. В XIX веке в США строили крытые деревянные мосты. Крыша увеличивала срок службы таких мостов на несколько десятков лет. Посмотрите на экран. Это один из сохранившихся. В зимний период местные власти нанимали на работу на мосту надзирателя. Внимание, вопрос. Для чего? Бомжей гонять. Чтобы там никто не прятался, да. Какое зимнее время, да? Значит, ребята, вариантов два. Счищать снег и разламывать на дрова. Мы полагаем, что в зимнее время, когда холодно, вот эта вот деревянная, ну, типа сарая, она могла служить приманкой для тех, кто ленился рубить дрова. И чтобы ее не разбирали, эту самую конструкцию. Охраняли просто. Нужен был надзиратель, да. А почему в зимний период, в летний тоже можно на дрова? А зачем летом дрова? Ну, что-нибудь приготовить. Теперь, внимание, правильный ответ. Александр, мне кажется, вы немножко сбили команду, сказав, что всего два варианта. Вы как-то их очень ограничили. Варианты? Вариантов не два. Зимой крытые мосты создавали проблему. Под крышей не было снега. Надзиратель должен был подсыпать снег,
чтобы по мосту могли легко проехать сани. 2-1 в пользу телезрителей. Видите, господин Козлов, есть и по 3, и по 5. Ну, вчера. Но вернемся к Гоголю. Внимание. Лучше не трогайте пока. Пока. Расползались во все стороны, как пойманные раки, когда их высыплют из мешка. О чем это сказал Гоголь? Про бакенбарды Чичикова, например. Слухи? Ой, не Чичикова, а Собакевича. Собакевича неплохо. А слухи не хотите? А почему? Они отправляются Ну, к Чичиков Собакевичу. приезжает торговаться про мертвые души. И все эти помещики... потихонечку друг от друга Но узнают. они отправляли к Собакевичу. А буквы не могут, когда он читает, расползаться? А, буквы? Буквы. Ну, я думаю, что слухи все-таки. Слухи. А при чем здесь то, что отправляются к Собакевичу? Ну, они едут к Собакевичу, Собакевич... Ну, и эта весть проходит по всем помещикам, они рассказывают другим. Господин Друзь, а у вас есть версия? Есть версия. Да и я готов ответить. Дороги расползались по Гоголю. Дороги расползались, как пойманные раки. Господин Скипский, отправляются почему? По дороге, да. По дороге, а не с кучером. По дороге. И дороги расползаются, словно раки, во все стороны. Гоголь писал о дорогах. 5-2. На защитных стеклах хоккейных площадок НХЛ, Национальной хоккейной лиги, можно увидеть отверстия размером 11 на 14 сантиметров. Внимание, вопрос. С какой целью их делают? Шайбу, чтобы вернули, например, которая вылетела. А она не остается? Нет, а ее по правилам турнира должна быть такая большая. Ну, чтобы руку просунуть. Может, все-таки рука пожать, руку, кулачок Автографы какие-то. Игрушки бросают на лед. Нет, это игрушки фигурном сверху катании. бросают, через, сверху. Ну да, это в фигурном катании бросают. Автографы? Автографы. Может, клюшку, если сломается, Клюшку передают через свой борт. Передаются с бортика. Эти отверстия делают с целью вернуть шайбу на лед, если она вылетела. А теперь, внимание, правильный ответ. Господин Скипский. Внимание на экран. Отверстие в защитных стеклах для того, чтобы фотограф мог сделать эффектные снимки. Это же ваша версия, но не камера, а фотограф. Но фотокамера. Михаил, что вы, почему вы дрогнули? Потому что я только что примерял вот это отверстие примерно на камеру, и получалось, что камера... Так а с камерой не получится, камеру разобьют. А вот видите? фотоаппарат, почему я и говорил, попробуйте дополнительную минуту, там еще есть что додумать. 3-2, к сожалению. Никита, решающий третий вопрос. Екатерина Макаркова из Москвы попросила показать вам обеденный стол в музее-усадьбе Льва Толстого в Хамовниках. Ближе к вам стул Льва Николаевича. Понятно какой? Вот пальцем покажите. Вот этот? Нет, ближе к вам. Вот слева от вас, слева. Вот этот стул Льва Николаевича. Во главе стола сидела Софья Андреевна. Екатерина интересуется, а кто сидел на стуле, который стоит боком? Никита, вы готовы отвечать? Смотрите. Папа, мама. Да, какой-то стул между ними, и кто сидит боком? Ну, это кто-то из семьи? Это вопрос ко мне? Нет. Боком же. Боком же. Если сидит боком, наверное, его кормят. Того, кто сидит на этом стуле. Кто сидит на стуле? Ребенок, которого кормят. А кормит кто? Итак. Только сидит вот здесь. Вероятно. Ребенок сидит там, где вы показываете, а на стуле боком кто сидит?
Кормит кто? Нянька-воспитательница. 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 Никита, вы становитесь главным претендентом на приз от компании Бэтхум. 6-5 в пользу знатоков. Этот тренажер высотой около 2 метров поможет в отработке определенного навыка. А инвентарь, который позволит продемонстрировать этот навык, находится у нас за кулисами. Внимание, вопрос. Что у нас за кулисами? Часы не может быть. Смотрите, там наверху 12, где 12, 11, 10, 9. Я понимаю. Стоит на земле, вот есть внутрь что-то. Кольцо круглое, ты стоишь. Смотрите. Футбольные ворота сколько высоко? Кинуть молот куда-нибудь попасть. Там еще часы, смотри, как сейчас здесь. Так, парни, сядьте и обсуждайте сидя, пожалуйста. Там циферблат нанесен. Там Один, два и так далее. Все это как-то вращается. Это как корзина баскетбольная, только сюда вселиться можно сюда. Человек там явно стоит, правильно? Возможно, держится за эту рамку. Как-нибудь. Окей, копье, давайте спорт. Копье, молот бросать. То есть он тренирует равновесие. Мы думаем, что это тренажер для отработки навыка футбольного вратаря, а за кулисами футбольный мяч. Внимание, правильный ответ. Тренажер чуть выше человеческого роста. Господин Погорелов, ну вот встаньте. Представьте, перед вами, вот Алена не дала вам, перед вами вот такой почти как гонг. Только видите, он под углом, видите, он наклонен. Наклонен, что какое-то такое не очень прямое движение. Но движение похоже, но молот вряд ли поможет. Сейчас, дайте, вы начинаете обсуждать, я не могу продвинуться. Так, тихо, тихо, все, слушаем ответ. Есть основание и обруч, закрепленные под определенным углом. Это тренажер, Виталий, садитесь, для игроков в гольф. У нас за кулисами, посмотрите, клюшка для гольфа. Тренажер помогает, посмотрите на экран. Вот это движение, чтобы оно такое, понимаете, отрабатывать движение, отрабатывать правильные движения клюшкой. 4-2. Перед вами рисунок художника Герберта Хергета. Лев Альтман интересуется, для чего юноша повис на бревне. Что мы от вас скрыли? Пресс! Воду качает. Пресс для оливок. Оливковое масло давит оливковое масло. Почему древняя Греция? Давай посмотри внимательно здесь. Обратите внимание, здесь собирают оливки, значит здесь должен стоять пресс. Да, здесь сливают. Слева амфоры, да. Форма вопроса какая? Что Для чего? Для чего? Что мы скрыли? Что мы Здесь скрыли? пресс. Нет, что мы скрыли, это не вопрос. Да. Для чего? Для чего? Итак, кто отвечает? Господин ведущий Никита Баринов ответит на этот вопрос. Мы предполагаем, что скрыт от нас пресс и происходит приготовление оливкового масла. Господин Баринов, счет становится 6-1. 6-1 в пользу вашей команды. Команда Константина Рудера одерживает победу и завоевывает право сыграть в осенней серии.